Перевернулись. Ребятки, всем привет! У нас сегодня прямой эфир, день перед Рождеством. Лара Крофт, с наступающим Новым годом! Спасибо, дорогая! Это, наверное, еще в прошлый раз пришло, но стрим уже закончился, и мы это не видели. Мы сегодня немножко пораньше начали. Сейчас Пойдем, я погуляем еще чуть-чуть. кота Вот кота. с Мысечкой. Так, да, я всем скажу. Ребят, здравствуйте всем. С наступающим вас Рождеством. С наступившим Новым С годом! наступившим Новым годом. Да, мы уже поздравляли, но кого не поздравляли, того и сейчас поздравляем. Пойдем, Маська, погуляем чуть-чуть, потом вернемся в машину. Пойдем. Телефон долго не выдержит. Пойдем. Да, на улице холодно, поэтому долго точно не выдержит. Ну как холодно? Градусов 7, наверное, минус. Машин показывают вообще 5, но она теплая. Зай, ну пойдем, малыш. Ну пойдем, ну пожалуйста. Давай. Ну, лентяйская морда. Давай, вперед. Где такие грязные, так как кнопка. Нажал, кажется. Такое все грязное. Такое все грязное. Ага. Пойдем, Ася. Привет, наконец-то попала на ваш стрим. Раньше смотрела только в записи. С почином вас. Здорово, что у вас так получилось к нам попасть. С наступающим Рождеством. Добрый вечер. А у кого-то добрый день, у кого-то добрый вечер. Ну, да. Вы у нас Страна все у нас с таких да, разных мест, что кому-то можно сказать с добрым утром, а кому-то спокойной ночи. Пошли, проходи. Я ворот закрою за нами. Вперед. Больше чудес и главное здоровье. Мыси, как всегда, прекрасен. Прекрасный нос. Ну, пойдемте на площадку, ребят. Сейчас и Мэську с поводка отпустим. Заходи. Из Новосибирска привет. Кто-то с Подмосковья, кто-то с Сочи, кто-то с Челябинска. Мэсь, подожди секундочку. У вас сильно холодно? Иди Ну, гуляй. минус Гуляй. 7-10, как-то так. Утром было минус 9, сейчас, наверное, минус 7. Ну, прохладно. Ветра вроде бы нет, но прохладненько. Иди гуляй. Иди, малыш. Вот. Ветра нет. Мысь вообще красавчик. Красавчик. Красавец. Вот, утром еще даже солнышко было, но солнышко куда-то у нас спряталось уже. Мы сегодня... Обними Пуму и передай мне привет. Сейчас сделаем, ребята. Обнимем. Он в домике. У меня зоопарк в Париже. Ого. Круто. Привет из Белоруссии. У кого-то утро, кто-то с Украины. А мы живем в России, в городе Пенза. Ребятки, вчера всех интересовал вопрос по поводу елки. Стоит еще? Ребята, вы не поверите, в этом году у нас прям прогул ужаснейший. Елка все еще стоит. Мэська даже на нее не покушался, но единственное, что попробовал, это отгрызть одну ветку, ну и на этом все закончилось. Ну и шарики несколько с нее попадали, но это было случайно, когда он носился со Ну, он своим носится, играет. сумасшедшим жирафом. Да. Вы видели этого там жирафа с ожирением, который у нас там теперь есть. Оливье. Да. Жираф после приезда от бабушки, да? Ага. Привет из Казахстана, поцелуйте Мысечку, вы чудесная семья, обожаю его. Спасибо, и вам большой привет. Мысечку поцелуем чуть позже. Сейчас поцелуем, что-то крякает. Да, вон девочки идут, он крякает. Видел девочек, А будет может, крякать. ты можешь пока что поснимать? Да, давай, чтобы конечно, я Маш, это вообще без проблем. держала? Я щас А ты ручку поотвечаешь, да? спрячу, да, буду с тобой рядышком. Да, далеко не отходи. Привет с Москвы, Мыска такой красавчик. Привет из Екатеринбурга. А я вчера видела с Сашей и Цезарем, потрогала его черные выступающие пятнышки, услышала его урчание. Это главное событие этих выходных. Юль, как здорово. Мы понимаем ваш восторг, потому что... Ой, Мэська что-то Мыска тоже крякает. в восторге. Мэська крякает. Потому что Да, для кстати. нас эта встреча с леопардом тоже первый раз была восторгом. Ой, извините, это интимный процесс. О, кто-то даже из Китая. А ее можно сфотографировать, она не испугается? Нет, она не испугается. Все? Сделал дела? Вернулись.
Привет из Самары. Вчера нас завалило снегом. Целуйте в носик, Мэйськи. Нас тоже завалило снегом Ребят, и заваливало на протяжении нескольких недели, наверное, да? Девушки милые, кис-кис не работает. Ни мяу, ни кис-кис, да. Он неправильный код, с ним не работает. Птичками следит. Лыжники уехали с лыжами, не успел им сказать. Она за птицами следит. Ну а как же она это? В этом мире семьи нет. Они только заехали, я хотел из машины выйти сказать, они лыжи выгрузили и убежали с ними. Как кот себя чувствует? На какой стадии лечения? Ребят, Мэйска чувствует себя хорошо, бодро и весел, гуляем, занимаемся вот уже, то есть вышли после новогодних праздников, сегодня второе занятие, после двухнедельного отдыха нашего по причине болезни. Вот. Чувствуют себя котики хорошо, на прием повторный нам 10 числа, 10, то есть поедем на повторный УЗИ. Последнюю таблеточку мы дали Мэйске, получается, 31 декабря с утра. Вот так вот, Новый год мы уже начали без таблеток. И как-то, как его начнешь, так и проживешь. Да, мы очень надеемся, что в этом году мы обойдемся без всяких разных Да. неприятных казусов. Привет вам с теплой Испании. Мэйсик, ты самый сладкий кот. Поцелуйте в носик ладусенького мальчика. Сейчас будет. Будет поцелушки, обнимашки будут. Привет из Ростова. Кто там из есть? Венгрии, Голуби из там, да? Камчатки, с Казахстана. Привет большой из Камчатки. Мне тоже Пума, я из Питера. Кать, привет. А что так скромно? Привет из Липецка. Мэйси выздоровел, пусть больше не болеет. Ребят, Пусть кажется, больше не выздоровел, болеет, да, так. все хорошо, но дело в том, что вот это вот заболевание малыш. холит, которое Пойдем. бывает только у кошек, да, вот именно. Дело в том, что он не носит каких-то явных признаков, только вот на УЗИ можно увидеть, то есть, по сути, в начале заболевания, там, где мы у Мэйски поймали это в самом начале, то есть заболевание, оно вообще дискомфорта не приносит. Мы вовремя очень поймали, хорошо, и я думаю, что это даст нам возможность вот этим всего-навсего курсом, вот этим курсом лечения обойтись. Куда ты собрался? Куда ты собрался, мой хороший? Куда ты собрался? Да, я его потискаю. Пошли побегаем. Пошли. А снег-то вас навалило. Ой, да, снег Ребят, навалило. вот это вот мы площадку даже почистить толком не можем. Ну, видите, какого размера сугроб? Вот это вот его просто деть снег уже даже некуда. Свою тропинку по полю, где мы гуляем с Мэйской каждый день, ой, как тяжело протаптывать. Это вообще, зато кот потом ничком, как убитый, спит. Идем по снегу, по глубокому. Он идет вроде за мной след в след. Я стараюсь идти впереди, протаптывать тропинку, но в Мэйске все равно тяжеловато за мной по следам идти. Вот. Привет из Минска. Простите, не смогла удержаться. А у Саши и Цезаря есть свой канал на YouTube? Ребят, у них Нет, у своего них канала нет. Давай возьмем Мэйсик, давай. может он походит с тобой, поиграет. Да, может, поиграет. А я его сейчас таскаю. Васян. Так, идем сюда. Нет, идем сюда. Верно, тебя обнять. Нет, обнять сказали. Стоп. Идем. Ребят, обнял. Неси кота. Несу кота. Обнял, как просили. Целую. Что за телячьи нежности? Да-да-да. Выглядело это именно так. Я мальчик. И что же? Вам привет передает весь Париж. Ого, спасибо. Спасибо большое. Из Дубая привет. Ой, как у вас там сейчас тепло-то. И мне аж прям мурашки побежали от одного только представления о тепле. Да блин, ну ребят в Сочи тоже тепло. Ну как, тепло относительно, сколько у них, градусов 10 плюс? Мэйси Си 11, да. Мэйси сильный, сильнее человека. Люди разные бывают. Но Мэйси сильный, Меня он нет. мощный. Мэйси мощный. Месси мощный, да, он крепкий, то есть, ну, как там, не было необходимости справляться там, да, то есть пересиливать его, ну как не было необходимости. Таблетки, когда последние уже давали, уже было тяжеловато давать. Вот, уже вырывался, уже ни в какую не хотел. Причем, что самое удивительное, антибиотик, таблетка очень крупная по размеру. Попрыгает еще с тобой. Да я попрыгаем сейчас. Вот, антибиотик, таблетка очень крупная, ее пил без проблем. А вот мелкие таблетки, забыл, как они называются, метронидазол, да, вот его ни в какую. Ну, они горькие. Они просто, горькие, да. Прям вот уже под конец уже прям тяжеловато, ребят, было. Привет. Вот. Подожди, пойдем попрыгаем, давай. Рождество мое любимое, особенно Мэйси. Привет из Владикавказа.
Поздравляю Ребят, с я вас Новым составляю на годом. Машу. Мы с Мэськой немножко позанимаемся, чтобы не мерзнуть. Пойдем. Дела у нас отлично, Новый год встретили хорошо. Да ты за нами не ходи, мы через бум попрыгаем. А, ну давай. Рядом. Мальчик рядом. Поздравляем вас с Рождеством Христовым. Желаем моря любви, океан благополучия и крепкого кавказского здоровья. Спасибо, Алекс, большое. Мэсь, кругом. Привет из Дубая. Хорошо, давай по-другому. Рядом. Сидеть. Место сидеть. Хорошо, мы вперед. Ап. Молодец. Ап, место. Кругом. Вперед. Ап. Не, я поговорил. Это я что-то задумался. Мэсь, давай рядом. Так, сидеть. Место сидеть. Молодец. Мэсь, ап. Мэська, пойдем. Ап, Когда Месси Вперед. ходит лапками по снегу, ему не холодно? ап, место. Ну, ленота. Когда, Кругом. ну вообще ему не холодно. Он снежки Кругом. только периодически выгрызает из лап, когда они набиваются, потому что Ага. ходить неудобно. А так Ап, нет, место. он не- Место. отлично Молодец. себя чувствует. Кирочка тоже отлично себя Так, кругом. чувствует. На улице Кругом, нет, мальчик. она не гуляет. И Давай, Кира как-то на раз улице. мы ее вывозили как-то раз Это еще. кто спросил? Мне просто интересно. Но она обалдела от Отлично. того, что есть такое пространство, А. как улица, и больше не захотела туда идти. Ну, а ты стал уже на занятиях, ленивый, видишь? Нет, не очень хочется. Ой, кругом. зима ужасна, да. Привет. ну, как бы нам уже хватило. Ап, место. Мне уже больше не хочется. Вот, хорошо. Саратов Кругом. тоже завалил, да, снег, конечно. Я Кругом вчера марш. машину очищала, наверное, минут 20. И только, Ап, и только место. мне еще и пробраться невозможно было, Ну ты чего? Давай, ап, место. потому что Давай, снега лентяй. катастрофически много. Привет А, из машина. Кругом. Лангепаса. Катенька Сидеть. передала ваш привет. Славянск проедет. смотрит. Большущий привет из Гродно, Беларусь. С Рождеством вас! Вы О, лучшие. Гродно, вам Ждем тоже вас в огромный гости. привет. Поедем в гости в Беларусь? В Беларуси с удовольствием. Мало кто знает, ребят, я родом с Беларуси. Это Минская область, Копольский район, деревня Савичи. Мы туда даже недавно приезжали, Саша, когда года вот назад два там года были, назад да. были. До деревни доехали, да. Ну мы как там доехали? Мы через Несвежский замок ехали. Мы туда еще заехали да, на экскурсию, да. и потом уже... Всем привет из Нижнего Новгорода, всех с праздниками, Месси чудо. Спасибо А в Гродно большое. классная колбаса. Да. Вообще в Беларуси классная колбаса. Привет из Донецка. С Новым годом, Рождеством, здоровья, радости, успехов, чмоки, Месечку в моську. Спасибо. Вам привет передает весь Лангепас. Я вас люблю. Где это находится? Географию читать был. Нет, я географию учил, но я просто такое название слышу первый раз. Ты знаешь? Название знаю. Где? находится, к своему стыду не знаю. Ну вот. Прям позорный. Давай еще. Ульяновск передает вам большой привет. А мы из города Пенза. Кто еще не знает. А в Ульяновске я служил. В солдатской тактике. У вас реагентами снег не посыпают, мы сегодня вряд ли босиком бегать. Ребят, посыпают в городе, а вот здесь, на Олимпийской аллее, то есть здесь не посыпают. Здесь лыжники и... Здесь нет необходимости посыпать. Около нашего дома тоже ничего не посыпают. Вперед. Поэтому там, где Мэська ходит, все отлично, там ничего не посыпают. лентяй. Кругом. Вперед. От места. Кругом. Месечка просто золотце. Хорошо, молодец. Скользко, да? Ап место. Давай. Какая была Кругом. самая агрессивная реакция на Месси? Реакция на Месси... Ни разу я агрессивная. Мне кажется, мы ни разу не встречали агрессивной реакции на Месси, да? Кругом. Не, ну я Я помню чё-то не женщину, припомню. которая мне сказала там: вы вообще нормальный? Это вместо здрасте. Ап место. Ну вот тут единственное. Это вот да. Это я помню. Кругом. А спрашивают, вы не пробовали? Можно вас фоткать? Ага, можно. Спасибо. Ап.
Гаси. Вы прям так подросли сильно, просто невозможно. Это вам кажется, это мы на зиму просто Распушились. Не-не, мы вас видели, мне кажется, год-два назад. А, ну за 2 года-то да. Мне кажется, прям так сильно подросли. Мэйси может Машу на санках покатать? Ну, чисто теоретически с его силой может, но делать он этого не будет. А это вообще, я помню, как она у вас лежала сверху лапками, когда вы команды собачку давали, а она раз так и лапками. Сначала я сам вспоминаю с ужасом. А это вообще прям чудо стало. С Новым годом. Машуль, А? освободи нам лыжню немножко. Рядом. Пожалуйста. Ап. Ап. Ой, зайка. Сидеть. Прыгает как зайка. Хорошо, молодец. Вы всегда тренируетесь. Мы тренируемся 3 раза в Он неделю. у нас не И пищит. плюс каждое утро и в этом вечер, проблема, когда тяжело Саша очень. гуляет с Мэйси, он тоже с У ним него даже занимается. почему-то очень обратная реакция на пищу. Он за еду наоборот работать не будет. Ребят, в Донецкую область узнавала есть про вот самый доставку. любимый лакомство, креветка у него. Доставка есть, креветку но вот, стоимость я не знаю, вот доставки очень за любят, обожают. 200-граммовый Но если я ему даю пакетик. команду, Вот календарь, выполняет. допустим, И пытаясь мы подкрепить отправляли, клиента, я он клиент расспрашивала, не мы возьмет, рассматривали, команду будет делать. рассчитывали. Календарик весом там 200 грамм, 1400 стоит доставка. Обычная почта, это катастрофически просто. Я не знаю, каким еще образом можно отправить, чтобы было поменьше. Но вот. Отправить можно, но стоимость доставки катастрофически. Подмосковье приветствует всех наступающим Рождеством Христовым. Спасибо вам большое. Вас тоже всех с Рождеством. У меня тоже пума есть. Передайте привет Мэйси. Спасибо. Мэйси, привет. Мэйсечка! Мэйсь! Мэйси! Ты чё туда ушел? А как вы на чужих реагируете, если она, наверное? Как любой кот. То есть ему плевать на тех, кто вокруг. Есть дом, есть хозяин, все. А вы вообще тут не существуете. Ну, кот. Как же не ответила? Я ответила. Вы, наверное, не следите за ответами. Может, Мэйси на санках прокатать. Я же уже ответила. Он чисто теоретически может, потому что его сила позволяет это сделать. Но делать он этого не будет, потому что запрячь его невозможно. И он не воспринимает это как игру, например, малыш, как да. собака. Да, мой Вот. А в теории, да, конечно, сил у него хватит на это. Ваши соседи не боятся Мэйси? Соседи, ну, не знаю, по крайней мере, стороной они его не обходят. Уже привыкли. Иди гуляй. Иди гуляй. Да. Если не пойдешь гулять, пойдем заниматься. Слышишь? Не пойдешь гулять, будем заниматься. Ждем в Домой. гости. Ждем в гости в Гродно. Мэйси 30 октября был 3 года. 4-й год ему. Ну, вам, конечно, удовольствие, да? Ну, нам нравится. Мы так живем, нас устраивает. Привет и обнимашки из Липецка. С Новым годом, Рождеством вас всех. Мэйс, ты что прилип к забору? Домой скажи, хочу. Так, кто будет проситься домой, сейчас опять пойдет заниматься. А сколько он весит? 42. Аноним, добрый день. Роста до 2 метров. Мэйс. И он опять туда. Мне кажется, ему понравилось, что ты его на руках таскаешь. Блин, Мэйс, ну ты тяжелый. Заяц. Иди гуляй. Привет из Нью-Йорка. Зимы у нас нет и не предвидится. Мэйси, целуем в носик, желаем всего хорошего. Да, мы видели погоду в Нью-Йорке. И снегом там и не пахнет. Мы даже видели, как яблоко падало. А я не видела. А я видео посмотрел. Я не стал ждать, когда оно упадет. Я просто перемотал и посмотрел.
Привет из Омска. А Мысик обленился за каникулы. Очень понравилось видео с салютом. Спасибо большое. На самом деле он не, он не обленился. Он хорошо достаточно занимается. Просто мы не занимались не только каникулы, мы пока болели, не занимались. То есть мы около, Прям мягкие. недели 3, наверное, точно не посещали занятия. Масюш! С Рождеством, ребята, здоровья и процветания вашему каналу. Благодарю вас, Оленька. Спасибо большое. Кто такой хороший? Пришлите в Краснодар немного снега, нам дожди уже надоели. Ребят, вот этот сугроб подойдет? Можем Весь. отправить. О, Лангепас, это недалеко от Сургута. Спасибо. Идите гулять. До свидания, всего доброго. Вот, мы сегодня так и остались на площадке, потому что другую площадку замело полностью, там даже дороги нет, туда не Да, пробраться. там по колено прям снегу просто лежит. Не, пробраться можно, Здесь-то но... утоптали хорошо. Да. А где синий ошейник? Ну, на занятия мы ходим в оранжевом. Ребят, ну, во-первых, синий ошейник у нас к синей рулетке подходит, да? Вот. Если у нас оранжевый ошейник, у нас, внимание, оранжевый поводок. Да. К черному ошейнику черный поводок. Вот. К рыжему ошейнику рыжий поводок, то есть, который у нас кожаный-рыжий. В общем, все у нас комплектами. Мы модники. Саша, можешь поближе Мэйси показать к нему, ну, в смысле, к нему вот прям подойти, потому что мне неудобно одной рукой просто. Да легко. Я вообще могу за ним погулять. Ну, будет отлично. А что любит делать Мэйси? Он любит спать. Спать! Месси нельзя. Зайка, не нужно, не нужно. Идем еще погуляем. Идем туда погуляем. Это должно быть бесплатно или очень дешево, но бесплатно явно не будет. Очень дешево. Я узнаю тогда через выставляют ли они и какие у них тарифы. Не, ну вообще самые низкие тарифы на Украину, перевозку. просто. На Украину. Маш, Байкал сервис еще нужно посмотреть. Потому что, Вот, потому что Байкал дешевле всех. Почта России за 200-граммовый пакетик с календарем 1400 рублей. Ага. О! Чего чунга-чанга? Не узнал Бонифация? Ну, классная шутка, не мог удержаться. Все, больше не буду. Расскажите, пожалуйста, хорошую ветеринарную клинику в Москве. Мы из Калуги, Саратов далеко, до Москвы 200 километров. Ребят, мы из Пензы. Мы в Москве. Совершенно не знаем, мы сами, если что-то такое критичное, мы едем в Саратов, а в Москве это вам лучше у кого-то из Москвы поинтересоваться. Да, у москвичей, по крайней мере. Потому что, ребята, вот откровенно говоря, не знаем, да, и даже подсказать не можем, побоимся. Саратов, ребята, это такая экстренная уже служба, да, это когда уже ничего и нигде никак не помогает. Вот тогда уже в Саратов, но это в безвыходной ситуации, это уже не дорога, не так, чтобы и много. Ребят, если вы хотите что-то отправить, ну, там, донат какой-то. Иди, Мэйська. Что-то Топ. материальное, то можно, если вы из другой страны, можно воспользоваться сервисом PayPal. В описании к видео есть Идите гуляй. электронный адрес, который привязан к PayPal. Вот туда можете. Пошел. Привет из Ижевска. Поздравляем вас с наступившим 2019 годом. Наступающим Рождеством. О, какую штуку я нашел. Забыли про нее. Сосни лежит. В том углу. Там просто выход. Что ему нравится? Что там можно выйти? Мэйси нравятся тренировки. Но ему нравится прыгать. Сами тренировки. Ему вот, наверное, да, очень, прыгать, а вот прыгаем мы нравится. в конце тренировки, то есть обычно. Вот. Мы уже, то есть, отзанимались сегодня все 1,5 часа. И вот сейчас, то есть, немножко с вами проводим на площадке Мэйська. Да, его это через обруч немножко. Давай. Малыш. Мэйси крутой котенок. Вы большие молодцы, ребята. Крепкого здоровья, Мэйси. Мы тебя любим. Спасибо вам большое. А я нашел. А у вас в Инстаграме есть? Да, А как называется? вон машинка стоит, на двери написано. Вон белая машина. I am Puma, да. Через нижнее подчеркивание. Там и Инстаграм, и YouTube все одинаково называется. Вперед. Месси, ап.
Ать, хорошо. Рано, 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 рано. Давай, ап. Ну. Стоп. Где у вас дрессировка? Можно приехать посмотреть? Мы на Олимпийской аллее около базы МЧС. Но сколько мы здесь еще будем? Еще, наверное, минут 20, я думаю, что не больше, потому что холодно, телефон уже, я думаю, разрядится. Вот, да, сейчас это маршрут. Чего? Молодой человек, извините, что отрываю. Ребята с МЧС просили машину здесь больше не ставить. Да нет, трактор хотели загнать. Блин, кто ж ставит, ставит. Неправда, я первый раз поставил. Да не, я вот... Ставят, оставят. Я смотрю, тропа натоптана, а кроме меня здесь вряд ли кто проедет. Да, они понятно, что злятся, да, они не успевают за одним, за вторым. С Рождеством, Саша и Маша. Большой привет из Приморского края. Поздравляем вас и Пушистика с Рождеством. Мы с моей кошкой Нюси молодец. передаем привет Давай, Мэйси. Она очень любит за ним Вот наблюдать. молодец, умница. Здорово. Хорошо, молодец. Пойдем еще. Привет из Питера, Людмила. Спасибо, вам тоже большой привет. У вас в Питере тоже там снега навалило? Так и не замерзнем с тобой. Спасибо. Ап. Ну, хитрый. Так. Иди ко мне. Какая из игрушек у Мэйси любимая? Вы знаете, у Мэйси ко мне. постоянно меняются вкусы. Вот последняя его самая любимая игрушка — это толстый жираф. Да Жираф лишь бы не колобок. работать. Месси, ап. Хорошо. Вперед. Ап. От, молодец. умница. Сложно ли ухаживать за Мэйси? Хорошо, Ну, молодец. сейчас уже нет. Конечно, свои сложности во всем есть и были. Сложно, замерзла сложно. Нет, пока нормально. Сложно объяснить, как бы это все сложно объяснить. Насколько это? Что? Ну, сложно ли ухаживать за Мэйси? Я говорю, что сложно объяснить, Да вот потому что как понять за все двумя сложности. детьми возрастом в 2 года приблизительно. Ну вот, видимо, вот да. столько же внимания и ухода требуется. Я не знаю, я сравнил, как одновременно держать 3 крупных собак. Мгм. Вот, приблизительно вот так. Но это с чем могу прям сам сравнить. Давайте кругом. Давай. Сидеть. Вперед. Кот ученый — это про Мэйси. Ап. Хорошо. Ап, место. Желаем вам здоровья, счастья, успеха, благополучия и всего самого наилучшего. Спасибо вам большое, Спасибо. Арина. Кругом. Зая. Вперед. Ап. Место. Перелет. Перелет. Кругом. Ап. Пусть скорее исполняются мечты, не болейте. Ап. Место. Спасибо. Ап. Хорошо. Кругом, малыш. Вперед. Ап. Место. Хорошо, молодец. Кругом. Вперед. Ап. Место. Это что такое? Давай, лететь. Привет из Машина, Владивостока, с машина, Новым машина, годом машина, вас. машина, Всего вам летит. самого хорошего, пусть скорее исполняются мечты. Не болейте. Мэйси хорошо помнит команду? Мэйси хорошо помнит Хорошо команду, он все помнит. быстро вспомнил. Просто вот машин боится. Здравствуйте, ребята, с Рождеством, вас всех благ в Новом году. А Что-то Мэйси, они мимо с как песнями. всегда, шикарен. Особенно на снегу, так и хочется погладить его великолепный хвост. Великолепный хвост за снег. Кто-то там в Инстаграме писал, что к хвосту Мэйски надо выделить отдельный аккаунт. Сидеть? Мэйси любит какую-то экзотическую еду. Ну, насчет экзотической еды я даже не Ну, знаю. Что... Креветки, вот Ну, он это любит, вряд ли кальмары, экзотическое, ну. язык говяжий отварной любит. Вот, ребят, ну вот такие вот вещи. Если это экзотика, то да. А, из экзотики помню что. Сыр бри. Но только импортный, исключительно. Мэйси, давай змейку. Мэйси будет вас по утрам или тихо просыпается и ждет, когда вы встанете? Ага, ждет. Нет, он будет, он просыпается и будет. И крякает громко. Малыш, рядом. Да, у нас достаточно холодно, но Мэйська чувствует себя хорошо. Мэйси много времени отнимает. Сидеть. Мэйси забирает все наше свободное время. Молодец, малыш. Давай вперед. Вперед, вперед. Молодец, кругом. Вперед. Месси, не отвлекайся.
Ворон считаем. Вперед. Кругом. Наконец-то мне получилось отправить Месику на конфетку. Кругом. Людмила, спасибо вам большое. Зайка, ну все, они без тебя справятся. Вперед. Кругом. Вперед. Кругом. Сидеть. Место сидеть. Месси. Большой привет из Луганска, Месси чудо. Ребят, почему решили Хорошо. завести пуму? У нас на канале, на главной страничке есть видео, называется «История нашего знакомства». Вот там можно посмотреть, и там есть ответы на многие ваши вопросы, просто уже неоднократно на них отвечали. То есть тут нужен не краткий ответ, а большой развернутый, поэтому там вам будет удобнее посмотреть. Ты решил, что они без тебя все-таки не справятся, да? Я обожаю ваш канал, умеют Даша, сказать, спасибо машинку большое. Привет, Пума Месси. Что делать, если кот гулять не хочет на улице? Ну, не заставлять его. Не хочет, пускай сидит дома. Мы сами справимся. Посчитать ворон для ученика важно, и это точно. Мэсь! Мэсь! Скажи что-нибудь, зай. Мысюш. Мыська такой деловой, ага. Есть такая большая угроза за этим. Эй, деловая колбаса. Асянь, деловая колбаса. Как Новый год встретили? Новый год встретили дома, в кругу своей семьи, со своими котиками. Мэсси устраивает ли погромы дома? Ну, погромов он не устраивает, просто когда очень сильно носится, может что-нибудь посносить, вроде стола или... Машина, страшно такая. В домик, скорее в домик прятаться, ты мой сладкий, обходит ее стороной, это машина страшная. Месси как большой кот, а рядом с Цезарем понимаешь, что он хищник. Да, рядом с Цезарем такое ощущение. Цезарь серьезный кот. А если надо в туалет ходить на улицу, а мы еле нос высовываем. Кошки у нас... Ты зазывай. Тогда, не знаю, на ручках выносите. А вы уже вместе со всеми тренировались и... Да, это у нас прямой эфир сейчас. Смотрю ваш канал год. Очень рада, что познакомилась с такой любящей семьей. Рада смотреть видео. Спасибо, что у вас много позитива, радости и любви. Привет вам из Питера. Женечка, очень приятно. Спасибо вам, что смотрите, что вам нравится. И что мы как-то развеиваем ваши будни, скажем так, мы, тебя своим зовут, да? позитивом. Зовут? На Как он вызов ладит с с собой? Кирочкой. Езжай. С Кирочкой они особо не дружат. Не трогают просто друг друга. Я вас поздравляю с прошедшим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы Месси был самый сильный пумой. Самый здоровый пускай будет. Да, Месик? Моему любимому Месси приветик. Походка, да, у него от бедра. Походка. Получилось, да. Нет, у нас сегодня не очень холодно, ну, комфортная температура, сухо, комфортно. Рахит не успели вылечить, чуть-чуть только поправили. Дистрофия тоже
Анечка, обязательно оставлю ссылку. Я еще просто не успела ответить на все комментарии, очень сильно извиняюсь. Оставлю ссылку под роликом. Я потом вам... Я и комментарии ваши найду, и ссылочку обязательно оставлю. Маш, с этой стороны. Ага, я вот и иду. Киса в Кто домике? тут спрятался в домике? Ты мой хороший. Саша, Маша и Месечка, дорогие, с Новым годом и Рождеством, любимый наш. Твой дом? Здесь жить будешь? И исполнением всего задуманного. Спасибо вам большое. Котик, лапонька. Он к людям очень сильно привык. Лапонька Он не мой. очень любит. Но привыкнуть привык. Какой мой сладкий носик. Ой, Сянь. Детей не любит. Маленькие. Ну, достали, да? Ну, вы же видели, как маленькие животные, как маленькие дети с животными обращаются. Там шерсть во все стороны летит. Так вот, лет, я не знаю, 8-9 у ребенка появляется, да, уже появляется соображалка, что кисе больно там или собачке больно. Уже все. А они же даже не отвечают в ответ, если дети так делают. Они боятся реакции. То есть, во-первых, это ребенок, его трогать нельзя. У многих животных есть уже встроенный вот этот защитный механизм, что детей трогать нельзя. И Щелкну, если родители. успею. Сидит хорошо. Начал смотреть канал недавно, очень понравился. Впервые увидела Пуму в квартире. Тигран, спасибо. Рада, что вам понравилось. Смотрите дальше. Еще, может, как на тренировку придем, если не получится. Мэйси Лапочка, как же я вас всех люблю. С наступающим Рождеством. Счастья и здоровья, Наташа. Спасибо вам большое. Так рада, что у вас такая дружная семья. Мы надеемся, что, Ну, только летом, да. А в субботу в 5 вечера тоже еще темно. глядя на будет нас, темно. Вот только в воскресенье нормально кому-то получается, понравится по свету такая, лесу. скажем так, А модель летом всё поведения. весело. И вам тоже захочется быть лучше, добрее. Батюшки мои, а. Кисунь, что там такое? Киса в доме. Мэйси нравится в домик прятаться, да. Да в Инстаграме найдете, там фотки хоть классные. Классно Потому что получилось мы с диалогом. Из Смотрю 100 про фоток кота. одну выбираем, Ну, самую может лучшую свести стол, выкладываем, когда там бегает. самые-самые. Что это за кот? Представляю просто реакцию человека. Ну, да. У вас появились классные футболки с лапой Мэйси. Обязательно закажу себе на день рождения, может даже раньше. Классно. Причастность к самому Футболки действию. действительно классные. Я себе тоже хочу такую заказать, потому что вот эта вот идея с лапкой мне самой безумно понравилась. И кто-то у нас просто тоже спрашивал, чтобы были именно с лапочкой, поэтому прям вот такую идею воплотили. Сейчас пойдем уже, солнышко, сейчас пойдем. Михаил, спасибо большое. Вкусняшку Мэйськи обязательно купим. Именно так. Супер спокойный кот. Самый спокойный кот, который существует. Может быть и даже и так. Сладкое, не все сладкое, он любит только зефирки, маршмеллоу зефир. Снежок такой слегка прям идет. Это скорее с деревьев такой облетает, потому что даже вот витриночки нет, прям красота. Молодец, да. В этом плане прям вообще умничка, молодец, со временем. Нет, елочка в этом году пока еще ни разу на полу не оказалась. Мэйси! Мэйси! Подожди, машина. Мэйси, я иду к тебе. Все, сейчас мы от нее спрячемся, давай. Все, это хлебовозка. Это банда черной кошки на хлебовозку уехала. Когда выйдет новые... Донат пропустили, ничего не пропустила. Тигран, я же вам ответила. Вы написали, что вы недавно начали смотреть и впервые увидели Пуму дома. Я же вам ответила. Это вы пропустили мой ответ. Потом можете пересмотреть в записи и увидите, что я ответила. Когда выйдет новое видео? У нас новые видео выходят каждый вторник и пятницу. График? Да. Людям рассказываешь. Мэйси няшка, пусть не болеет и живет долго. Спасибо.
сколько лет у вас живет Месси? В феврале будет сколько? 2 года, да? Ну, 2 года живет, да. Ну все, уже заметался. Можно, в принципе, так Да, потихонечку. можно пойти к Маша, машине. что там по времени? Можно пойти к машине. Время... 13:17. Да, ну, ну сейчас уже- пока выйдем, пока это... как раз час пройдет. Это фанат Пума. У Месси моська потешная. Почему у Месси походка приземленная? А у него лапки коротенькие, поэтому так воспринимается. А иногда он пригибается, когда что-то страшное. Машина, например, едет, он может пригибаться. А так он... Ну, есть два нюанса, ребят. Первое. Пумы абсолютные рекордсмены из кошачьих по соотношению длины задних лап к передним. То есть передние лапы максимально короткие, задние максимально длинные. То есть это такая пумячая особенность. У Месси еще не забывайте, что он у нас, у него дистрофия, да, он сам по себе невысокий. Так у него еще и был, не было, а у него есть рахит передних конечностей, да, то есть передних лап. И они у него как у кавалериста, немножко ну, кругом так, да, и поэтому складывается такое ощущение, как будто коренастый мужичок идет. Вот. Я, кажется, ответил на этот вопрос, нет? Да, да. Что, будем выходить? Да, пойдем, потому что уже он уже прям просится домой. Сейчас потихонечку будем выходить. Лапки, да, коренастые у него. Коренастые, это Да, точно. коренастый мужичок такой у нас. Ребят, спасибо вам всем большое за поздравления. У Месси моська красивая, особенно глаза. Да, нам, кстати, сегодня в Инстаграме девушка прислала фото, она нарисовала Меськин портрет, очень красиво нарисованный, я в сторис его добавила, можете посмотреть, кто подписан в Инстаграме, можете посмотреть, очень красивый. Ну чего, пойдем в машину. А еще говорят, что Меська выровнялся. Ну да, спинка больше не прогибается. Раскачали спину. Да, пожалуйста. Мы сидеть. Конечно. Чуть-чуть сказать, что вроде как у него шерсть жесткая. Ну лучше спину, ребят, потому что тут две макушки, тут непонятно куда шерсть растет. У него тут одна Мягенький. макушка, тут вот вторая. Достаточно мягенький. Ну такая помягче, чем у собак, но все-таки пожестче, чем у кошек. Ну тоже кошка от кошки отличается. У британца одна шерсть, там у сиама другая совсем. У сиамов грубые достаточно. Это пума, да? Да, Я забыла, вы в Рамзае, да? в Рамзае, да. Рамзае. Я запомнила. Он прям скучает, мне кажется, ему домой хочется, да? Ну, он же кот. Домой, конечно. А еще мы уже взрослые, то есть спим мы по 18 часов в сутки. Ну, как любой кот. Кошки хотя бы там 16 спят, коты-то вообще все 18. Поэтому... А как же спать? Господи, приедете спать сразу. Ну Конечно. да, он, скорее всего, сейчас спать ляжет, но в 6 вечера скажет, пойдем на улицу гулять. Как собака, да? Ну, а мы его так и приучали, то есть к туалету на улице, утром гуляем, вечером гуляем. Ну, молодчинка, он умничка. Ну, Ага, удачи. Влад, Спасибо спасибо большое. Еще увидимся. Конечно. Обязательно. Скорее бы скажи лето, чтобы светло всегда было, и снега не было под лафом. Пойдем в машину? Тоже этого не любим. Влад, привет. Проспал как же вы немного. же Мы, к тогда? сожалению, сейчас уже будем заканчивать стрим, потому что мы сегодня начали чуть пораньше его. Согласен. Вот ролик, и тут я вообще прям с вами. Ну, залезай. Ой, ты мой хороший. Мы с Комардахой очень похож на Сашу, особенно разрез глаз. Вот, Все. вот так мы сидим. В Вот. машине смотрим. Едет так вот и смотрит все, что происходит. Да, у Мэськи тут все личное. У него свой Ага. климат-контроль. Здесь отдельный 2-3 личных окна. У него тут все свое. Ночью Мэйка спит, не бродит, он спит, все хорошо. Ой. Ребят, прошу прощения, у меня очень сильно уже замерзли ножки. На Сейчас, снегу Машулька, топтаться. пойдем, да. Поэтому сейчас уже будем заканчивать прямой эфир. Так, зайчик, дай-ка я тебя всё-таки- поводок заберу. Все-таки снег, я не знаю, хоть валенки, мне кажется, давай хоть что, но на снегу все равно холодно. Ну, Маш, я даже вон так стою, да, и то, И если то стоять на месте, то чувствуется, да. замерзаешь, да, нужно топтаться бесконечно. Вот эта вот женщина, которая сейчас стояла, разговаривала, да, ты, может быть, ее помнишь, она на протяжении уже, наверное, 1,5 лет катается здесь летом на велосипеде-роликах, а зимой на лыжах. Да? И каждый круг она подходит сюда,
3 минутки стоит и уходит. Да ты что? Да, Сергей Евгеньевич еще каждый раз улыбается, говорит: Саша, опять к тебе гости приходили. Говорю, да я ее даже не видел, я просто ее замечаю, да? Ага. Она такая очень скромная, вежливая женщина, подойдет, посмотрит, тихонечко уйдет. Редко что-либо спрашивает. Так, что там у нас? Покажи. Всё. Ну, покажи. Да я посмотрю. Снежки намёрзли. Снежки намерзли. Да, я посмотрю здесь. Ага, Видишь? вот они, Ага. вот они, вот они. Вон Все, камушки. собрал. Не простывайте. Спасибо. Я постараюсь не простывать. Ой, просто, ну вот, да, такая погода. Пришлось вот сегодня на улице провести прямой эфир. Ну вот. Да ну не то, чтобы пришлось, на улице достаточно комфортно, ветра, Нет, да, ребята, вообще достаточно нет. комфортно, ветра нет, но все равно Стоять просто холодно, да. да, ножки в любом случае замерзают. Хоть и зимняя одежда, зимняя обувь, а все равно долгое нахождение, если не активное движение, то, конечно, подмерзаешь. Ну да, тут-то мы с Мэской Сёгочка, топчемся, зайка. а Машули нет. Да. Вот, все. Так что? Будем с ребятами прощаться? Да, потихонечку. Ой, Подожди. ну красивая морда, Мэська. Ну красивая у тебя морда. Сейчас я у него бегемотов из глаз достану. В вантах и монголках очень тепло. Еще ботинки из эко с мембраной тоже теплые, даже если стоять. Ну вот, может быть. Вот еще, кстати, попробовать. эти из оленины, из оленя делают эти чуни, они, по-моему, правильно называются. Мгм. Вот, тоже очень теплые. Нет, Влад, время стрима не поменялось. Стрим так же, как и раньше, будет в час. Просто это сегодня. Вот, ну, бывают у нас такие редкие моменты, когда мы Приходится, проводим там да. на полчасика пораньше. Вот, к сожалению, возможности об этом предупредить, получается, нет, потому что это вот, ну, оно как-то в момент происходит, что вот нужно делать сейчас, пока есть возможность. Как вот сегодня площадка освободилась и решили, а та площадка, которая другая, она заметена снегом по уши, скажем так. Там, я не знаю, трактор нужен, чтобы почистил дорожку, поэтому пришлось провести здесь, пока нам разрешили, пока Да, освободилось ну тут место. еще, ребят, нет, напоминаю, что мы тоже этой площадкой полноценно не владеем, да, это с разрешения МЧС происходит, да, Да, потому что мы да. находимся на их территории, это база МЧС Пензенской области, вот, мы находимся на их территории, и каждый раз даже вот, чтобы на этой площадке лишний раз задержаться, нам приходится людей предупреждать, что мы тут еще немножечко побудем. Вот нам пока разрешили, мы здесь находились, Да. вот. Гулять сейчас мы хотели как летом, то есть погулять по этому же парку, по Олимпийскому, да, тут стрим провести, но там общая дорожка, вот, Маша, если покажешь, там люди все на лыжах сейчас катаются, там уже негде, собственно говоря, погулять, потому что одна лыжня в попутном направлении, другая встречка, и вот там Да, там просто вот негде лыжи, погулять лыжи уже и больше. санки с детишками, поэтому... вот До так. весны пока не оттает, там делать нечего. Сестренка у меня есть, но похоже, вот, у вас есть ли сестренка, похожая на вас? У меня сестренка есть, но я не знаю, похожа она на меня или Ну, нет. Маша немножко, Ну я бы не да, сказал, не что сильно. она Просто похожа. я не знаю, зачем спрашивают. Может быть, человек просто видел кого-то похожего на меня, не знаю. Спасибо за стрим. Все, я спокойна. Да, так что в следующий раз... из оленя называются пимы. Да? Вот, здорово. Вот они очень теплые, я слышал, потому что у оленя Да. мех соответствующий, да, то есть для того, чтобы переждать холода, да, у него там по-особому. А насколько я правильно помню, самый теплый мех это у альпаки. Это американское, это южноамериканское животное такое, да. У нее шерсть очень интересно сделана, у нее волосики трубочками сделаны, то есть внутри они полые, поэтому очень теплые из нее. Смотри, как лапочки сложил. Ой, ты батюшки мои. А что это такое? Ирме можно охотиться на лыжников, а Мыськи нет? Ну, Мыси у нас не охотятся на лыжников. Мы это... они неплохо вооружены, у них с собой 2 копья и 2 деревяшки. Да. Да и вообще мы как-то людьми не питаемся. В них столько всего неполезного. Ну что, Так, ну что, будем прощаться потихонечку? да, Мысь, Мысь, поедем домой, солнышко. домой поедем? Зайка, домой? Зайка, домой? Давай целуйте. Ты мой сладкий Котик. Он котик. такой теплый, ребят. Ой. Ребят, спасибо вам за стрим. Хороший подарок к Рождеству. Вам удачи, радости и здоровья. Так, не забудьте сегодня святки, ребята, гадать. Приготовьте свечи, кофейную гущу, что там еще, зеркала и тому подобное. Самая гадать. гадальная ночь. Святки. Да. Все, что вот сегодня увидите, все сбудется. Ну что, ребятки, до свидания. Все, бай-бай, котятки. Рады были с вами сегодня поговорить, пообщаться. Вот немножечко вам опять показали, как мы занимаемся. Немножко у нас есть небольшие, как там,
Мыська немножко Ой, разбаловался. вот За это эти как раз там... и телефон уже разряжается. Да? За эти Ага. 2 недели немножко разбаловался. Пока мы болели, мы же тут, раз мы болеем, мы в школу не ходим. Как положено, у нас освобождение от физкультуры. Вот. Немножко разбаловался, но, правда, очень быстро пришел в норму. То есть слушаться стало прям это, практически сразу. Молодчинка такой, умница вообще. Он очень хороший котик. Молодец. Молодец. Мысюша. Мысюш, Мыська, Зойка, Зойка, Зойка. Все, залип. Хочет домой. Все, поехали. Там голуби. Поехали мы домой. Там Ребятки, голуби. пока-пока. До следующего воскресенья. Во вторник новое видео. Да.